Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Сегодня вашему вниманию мы решили представить модель школьного микроскопа Bresser BioRead с максимальным увеличением в 1280 крат. Главная отличительная особенность данной модели от аналогов в своем классе – это наличие богатой комплектации, состоящей из аксессуаров и микропрепаратов. Кроме этого, микроскоп имеет USB-камеру для подключения к компьютеру. Поставляется оптический прибор в солидной упаковке внутри пенопластовой формы. Микроскоп полностью собран и сразу готов к эксплуатации. Комплектуется набором чистых стекол и набором готовых микропрепаратов, тремя окулярами 5, 10 и 16 крат, двукратной линзой Барлоу, цифровой камерой с диском программного обеспечения, набором инструментов, блоком питания, чехлом и инструкцией. Конструкция микроскопа классическая. Прибор оснащен наклонной под 45 градусов монокулярной насадкой. Есть возможность поворота окулярной трубки на 360 градусов. Посадочный диаметр 23,2 мм. Комплектные окуляры выполнены в пластиковых корпусах. Посадочная юбка металлическая, диаметр 20 мм. Выполнены по оптической схеме Гюйгенса. Просветляющих покрытий на линзах нет. Без предварительной установки линзы Барлоу окуляры работать не будут. Однолинзовая двукратная линза Барлоу выполнена в металлическом корпусе, посадочный диаметр 23,2 мм. Просветляющих покрытий на оптике нет. Вместо линзы Барлоу и окуляров можно установить комплектную USB-камеру для вывода изображения на персональный компьютер. Комплектная камера в 0,3 мегапикселя разочаровала своим качеством. Максимальное разрешение 640 на 480 пикселей. 50% изображения лишено резкости. Цветопередача неестественная. Посадочный диаметр меньше 23,2 мм и камера болтается в окулярной трубке. Микроскоп оборудован револьверной головкой под 3 объектива. Смена кратности происходит путем поворота револьвера до щелчка. Комплектные объективы 4, 10 и 40 крат выполнены в металлических корпусах. Не имеют коррекции хроматических и сферических аберраций. Посадочный диаметр 15 мм. Просветление имеет только 10-кратный объектив, а защитный пружинный механизм только 40-кратный. В отличие от своих аналогов той же серии, микроскоп оснащен массивным предметным столиком прямоугольной формы со стороной в 110 мм. На столике нанесена координатная разметка от 0 до 35 и до 60 мм. Установлены микрометрические суппорты. Ручка передвижения суппортов вынесена под столик с правой стороны. Мягкий ход суппортов обеспечивается металлическим речно-салазочным механизмом с 3 упорными подшипниками. Двигать препарат в поле зрения объектива – одно удовольствие. Под столиком располагается пластиковое колесо с 6 отверстиями. Вставлены 5 светофильтров, одно отверстие пустое. Микроскоп оборудован механизмом только грубой фокусировки. Фокусировка осуществляется путем смены положения предметного столика в вертикальной плоскости. Освещение микропрепарата только снизу. С левой стороны, на основании, мы видим кнопку включения подсветки и ручку регулировки яркости. С тыльной стороны оптического прибора находится разъем для подключения блока питания и 2 индикатора. Нам стало интересно увидеть качество исполнения электрической части микроскопа, и мы его разобрали. Открутив 5 резиновых ножек, мы получаем доступ к внутренней части основания. Здесь мы видим плату питания и зеленые аккумуляторы. Электрическая схема выполнена аккуратно, качество пайки высокое. Теперь пришло время перейти к тестированию оптики. Как всегда, используем базовый набор препаратов и цифровую камеру. На изображении присутствует умеренная хроматическая и сферическая аберрации. Хорошо заметна существенная кривизна поля. На увеличении более 640 крат наблюдается значительная потеря яркости. Тем не менее, изображение не теряет своей информативной составляющей.
Микроскопу было решено поставить 8 баллов из 10 возможных. 1 балл мы сняли за отсутствие механизма тонкой фокусировки. 2 балл сняли за существенное падение яркости на увеличении более 640 крат, которое связано с применением 40-кратного объектива невысокого класса. Увы, но для лабораторных задач оптический прибор не пригоден, так как не имеет ахроматической оптики. Может быть использован в школах и для хобби дома. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.